Всем привет! Есть у меня вот такая вот Ивека. В общем, сидельный тягач от компании XO. И вот такой вот полуприцеп неизвестного производителя. Я буду переделать это все дело в фуру группы Кино. Да, на современный лад получится. В общем, ну что получится, то получится. В общем, сначала надо снять вот эту наклейку. Где-то я читал или видел, что можно нагреть феном, и она-то легко снимется. Сейчас попробую это сделать. В общем, снял я наклейку, но теперь, видите, получилось вот так вот некрасивенько выходит. Феном она не снимается. В общем, это все ерунда, так сказать. Пришлось канцелярским ножом, ну, по-всякому, в общем, снимал. Теперь это дело я буду красить вот такой вот краской. Посмотрим, что получится. Ну, покажу вам результат. Хотел черный, но не хочу перекрашивать фуру, если честно. Поэтому вот как-то так. Ну что, ребят, проект по постройке фуры Кино подходит к завершению. Переделал я полуприцеп. Получилось, в общем, краска, видите, легла местами не очень. Но я думаю, для естественного, так сказать, полуприцепа это даже будет лучше смотреться. Потому что я хочу слегка это все дело, может быть, ну, затюнить, нанести, так сказать, следы эксплуатации, но не сильные. Переделал вот этот вот я, получается, шток, наверное, правильно он называется, да, который в седло садится. И седло пришлось снять. Здесь, соответственно, сделал дырочку, чтобы более так поближе получился. Ну, было вот так вот далеко прям очень. Мне не нравилось. Я сделал, чтобы было все как у настоящего автомобиля. Ну и вот так вот это все дело смотрится у нас в сборе. Все катается, все работает. Немножечко оттенок фуры и полуприцепа разный. Ну, так бывает, в принципе. В жизни бывает, что голова, например, отличается от полуприцепа. В общем, теперь клею декали. Вот такие у меня есть декали группы Кино. Их я покупал в магазине Унамак. В общем, как клеить их? Ну, в принципе, кто не знает, я не люблю это дело показывать, как я клею, потому что, ну, там бывает не получается, а под камеру это вообще у меня как-то не идет. Поэтому снимать не буду, расскажу только как. В общем, вы берете, вырезаете то, что вам надо. Ну, конкретно мне вот, например, вот эта часть пойдет сюда, это пойдет на другую боковинку, ну, а эти куда-нибудь может, по самому тягачу пущу. В общем, клеим, опускаем в воду. И она как переводочка раз так слазит, и мы ее потихонечку, кто пинцетом, я руками делаю это, руками наносим на полуприцеп. Все, ждем высыхания, и в принципе все готово. Ничего сложного нету. Кстати, вот еще здесь вот нашел, это доктор Декаль делает, масштаб 1.43, набор декалей Виктор Цой, группа Кино, ну, не написано, да, группа Кино, вот. В общем, а фишка, знаете, еще какая? Что декали, по факту, они у меня уже где-то год лежат, а их по факту долго хранить нельзя, может не получиться именно перевести. Но надеюсь, что у меня как бы все будет нормально. Может быть, в пакетике то, что лежали, все будет норм. Ну, посмотрим. Вот так это, ребята, выглядит, ну, работа, да, как делается. В общем, замачиваем, какое-то время непродолжительное полежит, здесь как бы пленочка отходит. Получается, эту пленочку с надписями мы переносим, соответственно, на нашу модель. Ну что ж, теперь на наш сидельный тягач мы не нанесем, а приклеим номера. У меня вот такие номера из фототравления. Они металлические. Вырезаем понравившийся номер и приклеим. Мне понравился, в принципе, вот этот А798 R177 регион. Теперь я нанесу следы эксплуатации с помощью пигментов. В общем, буду использовать вот дорожная пыль. Так она выглядит. Серый бетон. Наносится все с помощью кисти. Ну что, фура Кино готова. Давайте покажу вам готовый результат. Ребята, в общем, вот такая вот фура Кино у меня получилась. Не знаю, нравится вам, нет. Так, в общем, вот так вот выглядит у нас полуприцеп.
На задней части у нас есть брызговик с логотипом кино. К сожалению, номера пока не придумал на полуприцеп, как буду делать, поэтому не вешал на полуприцеп именно номера. Здесь у нас, значит, сама группа кино, да, надпись кино. Соответственно, с этой стороны у нас также надпись группы кино с автографами идет. На самом деле я был на концерте группы кино вот недавно и хотел увидеть данные фуры, думал, может быть, будут, хотел снять, но на самом деле ездят на обычных фурах, и как бы немножечко я подрастроился, думал, ну, вижу, сниму, но нет, обычные, просто обычные фуры, тентованные, и все, как бы. Возят, что в этих фурах? Обычный инвентарь какой-нибудь, инструменты, аппаратуру, в общем, ну, все, что нужно, так сказать, для проведения концерта, поэтому такие фуры нужны. А потом проходил тоже концерты, по-моему, группы «Руки вверх». Вот у них фуры ездят. Прям такие черные фуры, «Руки вверх» написано. Но я, к сожалению, не попал на концерт. Видел просто видео, кто-то выкладывал с этими фурами. Итак, сам сидельный тягач у нас на номерах, соответственно, как я вам и сказал. Кино здесь, но здесь логотип, в общем, Виктор Цой в солнышке получается. По бокам также логотипы кино, чтобы было понятно, что это не простая фура едет, да. Ну и сзади также номера. Сидельный тягач это у меня от компании XO, это Iveco Stralis. И вот видите, как здесь сделаны дворники. Из-за этого мне как бы эта модель не особо нравилась. Хотел что-то дополнить, ну и получилась вот такая вот сборочка. Сама модель у нас катается, все отлично. Здесь у нас как бы поворачивает все, ну немножко поворот мешает вот эти части седла, так сказать. Их можно, конечно, срезать, тогда будет поворачивать лучше. Плюс ко всему мне нравится, что XO добавляет перекидки. Вот видите, здесь шланги, это все было. У моделей от XO они так и есть. И поэтому вообще, когда вот ставишь, в общем, полуприцеп подсоединяешь, все-таки, наверное, надо срезать, не очень удобно. А срежешь, может, упадет сильно. Хотя, не знаю, вот видите, смотрите, вот там прям видно. Видите, как аккуратненько там они смотрятся. То есть, в общем, как-то так. Где эта модель будет? Либо на макете, пока не знаю, либо стоять на полке в боксе. Но мне кажется, можно поставить на макет, будет очень круто и красивым. Ну, красиво, да, будет смотреться. По крайней мере, мне нравится. Вы напишите свое мнение в комментариях, как вам вообще фура моя. Понравилась, не понравилась, что бы вы переделали, что бы вы, может, не делали с ней. Ну, в общем, обычно делают на КамАЗах, но я решил вот поступить немножечко по-другому. Более, так сказать, современный вид, да. Ну, в принципе, вот, да, я и говорю, когда шел на концерт, я думал, что увижу что-то современное. И вот именно с надписями. Но, к сожалению, не увидел, пришлось придумывать самому. В общем, все. С вас, ребят, если понравился, лайкос, с меня видос. Всем пока. Пишите обязательно комментарии, жду от вас обратной связи. Всем пока и всем добра.